Маленький бездомный котенок, которому едва исполнилось 10 недель, мчался изо всех сил по пыльной улице на окраине города, пытаясь сбежать от стаи голодных бездомных собак. Их холодные глаза были прикованы к крошечному серому силуэту, мелькающему между кустами и заборами. Котенок слышал за спиной их хриплый лай и тяжелое дыхание, которое становилось все ближе. Впереди показался высокий деревянный забор частного двора с приоткрытой калиткой. Котенок не колебался ни секунды и бросился прямо туда, понимая, что это его единственный шанс. Он проскочил через калитку и оказался в большом дворе, где находился просторный загон, заросший травой. Посреди загона паслась крупная гнедая лошадь с длинной темной гривой. Но котенок почти не заметил ее, потому что в следующую секунду в калитку ворвались собаки. Они яростно лаяли и уже мчались к маленькому беглецу. В углу загона росло старое раскидистое дерево с грубой корой и низкими ветвями. Котенок рванул к нему из последних сил. Он резко подпрыгнул и вонзил маленькие когти в шершавый ствол. Его лапы на мгновение соскользнули, но он отчаянно зацепился и начал карабкаться вверх, подтягиваясь все выше. Внизу собаки уже окружали дерево, подпрыгивая и щелкая зубами. Их лай звучал громко и злобно в горячем неподвижном воздухе. Котенок поднимался все выше, пока не добрался до узкой развилки ветвей. Одна сухая ветка неожиданно треснула под его весом и царапнула шею, оставив неглубокий порез. Котенок тихо пискнул от неожиданной боли, но все равно продолжал держаться и цепляться за кору. Наконец он прижался к стволу, тяжело дыша и дрожа всем маленьким телом. Внизу собаки продолжали кружить вокруг дерева и время от времени подпрыгивали, пытаясь дотянуться до ветвей. Их терпение было велико, и они явно не собирались уходить. Проходило время под беспощадным солнцем, которое висело прямо над двором. Воздух дрожал от жары, а трава в загоне слегка шелестела от легкого ветра. Лошадь, которая до этого спокойно щипала траву, постепенно начала обращать внимание на происходящее. Она подняла голову и настороженно посмотрела на лающих собак у дерева. Несколько секунд она стояла неподвижно, внимательно наблюдая. Затем она медленно подошла ближе. Собаки на мгновение отвлеклись и начали лаять уже на нее. Но лошадь не испугалась. Она громко фыркнула, ударила копытом о землю и резко бросилась вперед. Ее мощные копыта глухо застучали по земле. Собаки, которые еще секунду назад казались такими смелыми, мгновенно отступили. Лошадь снова ударила копытом и громко заржала. Этого оказалось достаточно. Одна за другой собаки начали пятиться к калитке, а затем вовсе выбежали со двора. Вскоре во дворе снова стало тихо. Но котенок все еще сидел на дереве. Каждый раз, когда он смотрел вниз, его лапы начинали дрожать от страха. Высота казалась огромной, а земля слишком далекой. Его мышцы затекали, а маленькие когти постепенно уставали держаться за кору. Он издавал тихие жалобные звуки и звал мать, но вокруг слышался только ветер и спокойное фырканье лошади. Прошло еще некоторое время, и силы начали покидать маленького зверька. Его передние лапы скользнули по коре на несколько сантиметров, и он едва удержался. Лошадь все это время стояла под деревом и спокойно смотрела вверх. Она словно понимала, что происходит. Через несколько секунд она подошла еще ближе и остановилась прямо под ветвями. Котенок, едва держась, осторожно посмотрел вниз. Большая теплая спина лошади находилась почти прямо под ним. Несколько секунд он колебался, глядя то на землю, то на лошадь. Затем инстинкт подсказал ему решение. Он осторожно отпустил ветку и соскользнул вниз. Маленькое тело упало прямо на мягкую гриву лошади. Лошадь лишь слегка вздрогнула и спокойно опустила голову вниз. Котенок осторожно спрыгнул на землю и мгновенно спрятался в густой траве у забора, откуда долго не решался выйти. Лошадь еще некоторое время спокойно стояла рядом, словно проверяя, что опасность действительно миновала.
Спустя некоторое время к дому, который стоял рядом с этим двором, подъехал автомобиль. Из него вышел мужчина по имени Дмитрий. Он был ветеринаром и владельцем небольшой ветеринарной клиники неподалеку. Дмитрий открыл калитку и вошел во двор, собираясь проведать лошадь, которую держали его знакомые. Но вдруг он заметил в траве маленького котенка, который прятался неподалеку от дерева. Дмитрий осторожно подошел ближе. Котенок выглядел очень слабым и обезвоженным, а на его шее был заметен свежий порез. Мужчина аккуратно поднял его на руки. Котенок сначала тихо зашипел, но сил сопротивляться у него почти не было. Дмитрий сразу понял, что малышу нужна помощь. Он отнес котенка в машину и отвез его в свою ветеринарную клинику. Там он осторожно обработал рану, дал котенку воду и теплую питательную смесь. Сначала котенок почти не двигался и лишь тихо мяукал. Но через несколько дней его силы начали постепенно возвращаться. Он уже уверенно ходил по комнате и внимательно наблюдал за всем вокруг. Его шерсть постепенно становилась густой и мягкой, а глаза снова начали светиться живой энергией. Дмитрий часто приходил к нему, гладил его и разговаривал тихим, спокойным голосом. Котенок постепенно привыкал к его присутствию и перестал бояться. Прошло несколько недель, и Дмитрий понял, что не сможет расстаться с этим маленьким существом. Он забрал котенка к себе домой. Там у него было теплое место для сна, миска с едой и много внимания. Котенок рос, становился сильным и ловким. Его шерсть стала красивой и блестящей, а характер — спокойным и дружелюбным. Он всюду ходил за Дмитрием по дому, словно понимая, что именно этот человек однажды спас ему жизнь. Иногда кот сидел рядом с ним, когда Дмитрий читал или работал и тихо мурлыкал. Со временем между ними возникла настоящая дружба. И хотя кот был когда-то бездомным и пережил много страха, теперь он жил в безопасности и тепле рядом с человеком, которому был искренне благодарен. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.